Всем привет, меня зовут Антон Зиминой, и сегодня мы снимаем в Питере. Снимаем для журнала InStyle с бьюти-брендом Givenchy и с самим Никола, который является креативным директором Givenchy. Они выбрали Питер для локации, и мы поэтому сегодня летним жарким днем делаем красоту, успеваем, пытаемся успеть так, чтобы снять все, пока макияж не потек. Снимаю замечательную Наташу Якимчик. То есть другой экстрим, другая крайность. Нужно успеть снять, пока мы не запарились. И из-за того, что сейчас в Питере белые ночи, мы снимаем днем, не очень простой свет. На самом деле свет очень сложный, потому что солнце практически в зените. И приходится придумывать варианты, как оставить ощущение, показать то, что нужно, показать с макияжем, показать хайлайты. Но не можем снимать в солнце, потому что оно слишком высоко создает тени. И выстраиваем варианты с отражением, со вспышками, чтобы выстроить заново картинку, которая нужна нам и которая еще нужна Givenchy, Никола, чтобы показать именно те элементы макияжа, которые нужно показывать. А вот Никола как раз креативный директор Givenchy, он придумывает все, что связано с макияжем, тенденции, палитры, хайлайты. Я же про макияж много знаю. Вот, и он как представитель этого дома очень важная фигура для них и постоянно хотят показывать. Вот. Конечно, давайте. Первые кадры сняли, и, как обычно, это самый тревожный момент, потому что все пытаются понять, ну, я на самом деле больше всех, как совместить столько элементов в один, но нащупали то, что пытались щупать, то, что не совсем изначально, может быть, получалось, то, что я всегда видел более жесткую, тяжелую историю, и получалось немножко нежно. Вот, ну, с фоном, с таким фоном сняли сзади, с тяжелым фоном получилась вот правильная комбинация. Вот, и главное сейчас это не сбавить и продолжать в том же духе. Ну вот, у нас вторая локация. Мы нашли вот это непонятное здание. Не знаем, что это такое, потому что без окон, без дверей практически. Но нам очень нравится фактура. И опять-таки у нас солнце в самом зените. Посмотрим, может быть, мы сделаем так, чтобы половина лица была в тени. Но опять же, зависит от строения глаза. Если века широкая, то эта тень не так страшна. Если глаз идет чуть поглубже, получается, все уходит в тень, и нужно это перебивать, перезаполнять. Поэтому, в принципе, план понятен, но будем смотреть еще на то, сколько макияжа Никола положил. О, уже ребята идут.
Второй кадр снят. Тоже было непросто. Ну и опять по той же причине, что у нас настолько жесткое солнце. Мы пробовали заводить ее в полутень и вспышками то заполнять. Вроде работало, но остановились на варианте, где мы вспышками нарисовали, сделали такой жесткий контрастный свет. И вот этот макияж, второй макияж, который сейчас на ней был и есть, который сейчас снимают, он как раз в контрастных вспышках выглядел очень выгодно и очень энергично. Вот и я удивился, сейчас мы идем на обед, и что Никола, он говорил, что снимет весь макияж с Наташей на время обеда, потому что не хочет, чтобы она 2 часа сидела, обедала в макияже. И, в принципе, я такого не встречал. Это очень круто, потому что он переживает за свежесть. Наверное, кожа будет более уставшая, если в макияже. Так что всем девушкам такой лайфхак, который мы вытянули от Никола. Снимайте макияж, пока обедаете. Hi, my name is Nicolas Dojane. We've done 3 looks today. What is the most important thing for me is to talk sometimes about skin. I love to highlight skins, just because I really think that shines come from the inside also, but it has to be sometimes on the outside. I just love to apply it on the top of the cheeks and just on the top of the bones of the nose, a little bit around the lips, and then you go. It's easy, and especially it's really pretty. The second look talks more about how strong the eyes can talk. So a lot of mascara, just play with it. It's fun, it's black, and I love black. And the third look will talk more about the color of the lips, how fashionable it's good to be alive, and color makes you alive. Thank you. Сегодня мы снимали в Питере, на этот раз для журнала InStyle с командой Givenchy во главе с Никола, который является креативным директором всего направления по косметике, и гости нашей бывшей столицы решили провести с нами день, который на самом деле мы провели, сражаясь с солнцем. Было непросто, потому что из-за того, что здесь белые ночи, солнце практически не садится, ну то есть встает очень рано, садится поздно, и даже то, что мы снимали с 10-11 до 8 вечера, мы все время имели дело с солнцем, которое очень яркое, высокое, и иногда оно нас побеждало, иногда мы его побеждали. Приходилось даже для того, чтобы сделать кадр, который мы хотим, по композиции, по локации, приходилось перебивать солнце вспышками, 2 вспышками, жестким светом, потому что иначе оно было типа, сейчас не видно, вот такое, и снимать бьюти, когда такой свет, не совсем просто. А история у нас действительно была про бьюти. Бьюти — это про макияж. И нужно было показать не только интересную историю, но и помнить о том, что мы именно показываем. Допустим, если у нас сияющая кожа, нужно показать так, чтобы она сияла. А сияние зависит от того, откуда идет свет. Поэтому первый кадр у нас был с очень естественным образом, очень мягкий, утренний, но мы снимали его на фоне достаточно массивного здания, чтобы он не был слишком нежен, потому что остальная история у нас была достаточно жесткая. Второй кадр мы делали с ярким солнечным светом, который мы перебивали 2 вспышками, но потому что черное платье, типа платье-костюм, платье-пиджак,
Оно было очень графичное, и вот эта графика, жесткий глаз, жесткие вспышки, она очень хорошо сработала. И в итоге у нас получилась очень интересная, жесткая история, которую вы скоро увидите. Выходит в октябрьском номере, но так как видео не выйдет до съемки, значит уже практически конец сентября. Но мы снимаем в конце июня. Так и живем в будущем. Все, спасибо, до встречи.